Моси-мось. Моси-мось. Ара, ты наконец-то очнулся. Я уже думала, что ты не проснешься. Ну, знаешь, сегодня такая замечательная ночь. А какая прекрасная луна. Не грех было бы умереть этой ночью. Но тебе повезло. Сейчас ты в безопасности. Все будет хорошо. Расслабься. Что произошло? Перед тем, как тебе рассказать, позволь мне спросить, что последнее ты помнишь? Как ты пошел в лес за травами и не заметил, как прошло много времени, и опустилась ночь. Тебя никогда не учили, что ночью людям без крайней необходимости не нужно выходить из дома. О, нет, поверь мне, это страшилки не только для детей. Взрослым людям тоже не стоит выходить на улицу в темное время. Ну и что же произошло дальше? Ты встретил ужасного монстра. Ара, ты смог дать ему отпор? На пару ударов. Ну, это уже очень-очень похвально. И что же дальше? Дальше ты уже ничего не помнишь. Ну, раз уж ты видел того монстра, пожалуй, расскажу тебе. Тот монстр, которого ты встретил, это демон. Демоны похищают людей, поэтому дружить мы с ними не можем. Да, это не только рассказ стариков и страшилки для детей. Тебе очень повезло, что я была неподалеку и почувствовала этот ужасный, отвратительный запах демона. Что? Ты тоже почувствовал запах? Опиши мне, пожалуйста, его. Да, это запах демона. Сначала ты почувствовал слабый запах, а потом все сильнее и сильнее, пока ты не встретил того самого монстра. Знаешь, возможно, у тебя есть потенциал. К чему? Позволь мне продолжить свою историю, и ты все поймешь. Я была неподалеку и учуяла запах. Смогла найти демона по запаху. Нашла его и уничтожила. А потом заметила рядом лежащего тебя и привела тебя сюда. Там сразу на месте я поняла, что у тебя нет каких-то фатальных ранений. По крайней мере, если бы у тебя было внутреннее кровотечение, ты бы уже не проснулся. Да не беспокойся, сейчас все хорошо. В целом у тебя серьезных ранений нету. Позволь мне представиться. Я Шинобу Коути, истребитель демонов. Именно об этом я тебе и ранее говорила. У тебя есть потенциал к тому, чтобы стать истребителем.
тем сильнее он. Так что вряд ли он даст себя поймать под солнечными лучами. Да, я не могу отделить демону голову одним ударом. Ты знаешь, физическая сила — это не мой стиль. Я больше люблю, когда все более элегантно. Я уничтожаю демонов с помощью ядов. Я неплохо разбираюсь в химии и смогла вывести такой яд. Из чего он? Видишь эти прекрасные цветы глицинии? Они не только прекрасны, но и отпугивают демонов. Демоны просто не переносят их. Поэтому мы сейчас с тобой в полной безопасности. Ни один демон не сунется сюда. Тем более ты со мной. Демоны не переносят глицинию. Именно на ее основе я сделала свой яд. Мой клинок, на его кончике яд. Но это мой секрет. Как это все работает, никто не знает, кроме меня и моего мечника, конечно же. Но нужен был яд, который может подействовать в течение пары секунд. И это было уже сложным, потому что каждая секунда может стоить тебе
к сожалению, тут рядом ничего, кроме спичек, нет, но ты не бойся. Я просто немножко подсвечу себя, хорошо? Так, посмотри, пожалуйста, наверх. Так, сейчас еще. Не бойся, ресницы и брови не подпалю. Так, посмотри, пожалуйста, вниз, в сторону, вот туда, теперь в другую. Теперь на нос мой. Так, все в порядке. Теперь другой глаз. Так, посмотри, пожалуйста, наверх. Теперь вниз. Так. Посмотри, пожалуйста, в сторону. Вот туда. Теперь другую. Теперь, пожалуйста, мне на нос. Отлично. Все с твоим зрением хорошо. Я так и думала. Но проверить стоило. Теперь я хочу осмотреть твои уши. Ты не против? Хорошо. Так. Слышишь? Нормально. Звона нету. Давай теперь другое. Ой, прости. Дискомфорта никакого не ощущаешь. Хорошо, давай я тебе немножко пошепчу в уши, а ты мне скажешь, что я говорю. Хорошо. 86. 103. 11. 67. Все в порядке. Ну, я думаю, все в целом у тебя в порядке. Просто из-за того, что ты ударился головой, мне стоило проверить некоторые вещи. А так, в целом, я думаю, ты здоров. Давай обработаем твою рану на лбу и намажем ее мазью специальной, чтобы побыстрее зажила. Не бойся, рана несерьезная, зашивать ее не нужно.
женщине